Изолента Лайф. Доброе утро, дамы и господа. В эфире Изолента Лайф. И у нас в гостях Марат Касем. Марат Касем, он на самом деле не Марат Касем, а Марат Касемс, как мне кажется, по паспорту. Да, Марат? Марат возглавляет «Спутник Литва», работает в Москве, но при этом является гражданином Латвии. И мы Марата позвали сюда, чтобы его поздравить, потому что он попал в список латвийского миротворца. Там тоже у них есть филиал. Вот. И в Латвию, я так понимаю, Марат, ты поедешь теперь не скоро, наверное, да? Добрый день, коллеги. Меня слышно, надеюсь, хорошо? Да, прекрасно Да. слышно. Ну, что я вам могу сказать? Я человек, который, в первую очередь, знаменит своей улыбкой. Сегодня я улыбаться, наверное, не буду, потому что вот эти события, которые сейчас происходят в Латвии, мы с вами не дети здесь, и все вещи называем своими именами. Вот имя тому, что сейчас начало происходить, недавно появился действительно этот сайт, называется террор. То есть нужно говорить открыто и понятно. Это происходит террор, он не впервые происходит в истории Латвии. Он происходил, например, в конце 30-х годов. Вот латыши очень любят говорить про 1937 год, например. Хотя у них после прихода авторитарного правителя Карлиса Ульманиса происходило, в принципе, уничтожение всех политических оппонентов, отца нации, как они его называли. То есть сейчас идет такое некое повторение того цикла. И к чему это может привести? Спрашиваешь, поеду я или не поеду в ближайшее время. Да, наверное, поеду, но как? Меня там, в общем-то, в первую очередь кладбище, за которыми нужно ухаживать, поэтому это мой долг. Поэтому поеду, наверное. И, я занесен в эту базу, был вчера, по-моему, если я не ошибаюсь. Особого, конечно, на меня впечатление это бы не произвело, если бы не одно «но». Начнем с того, что я в оригинале, вот эта жалкая пародия, есть неповторимый оригинал украинский. Я там тоже занесен 2019 года. После того, как мне запретили въезд в Литву, еще даже, по-моему, РИА Новости об этом не написали, то есть меня только в самолет сажали на вылет, а миротворец украинский меня уже внес в базу. То есть я думаю, там был просто созвон между Литвой и Украиной. Что там у нас происходит, у нас тут такое веселье. Вы представляете, кого мы поймали сейчас. И поэтому даже если посмотреть по времени публикации, они немножечко даже опередили. Я имею в виду вот этот неповторимый оригинал. Что касается латвийского миротворца, это очень четкий сигнал к действию на самом-то деле. Потому что это все начинается со списка, все это начинается довольно весело и непринужденно, а заканчивается политическими убийствами. Это мы видели, например, на примере той же Украины. Да? То есть самый яркий такой пример – это Олесь Бузина. То есть это все тоже начиналось с публикации данных, вот есть враги и так далее. В Латвии тоже достаточно националистических организаций, достаточно молодежи праворадикальной, у которых, в принципе, и давно были ко мне претензии по поводу того, что я делаю в Латвии. Летом у меня довольно, как-то не странно, смуглый цвет кожи. То есть эти оскорбления продолжались лет 20, наверное, в моей жизни. 21 я уехал. И все заканчивались, в принципе, одним призывом уезжать отсюда. Собственно, я послушал их. Я взял этот совет на вооружение, не жалею, очень им благодарен. Действительно уехал. Уехал учиться в РУДН и думал, что я о них забуду. Но они не забыли про меня. Я-то, может быть, о них и забыл. И, соответственно, вот сейчас они всплыли таким образом. Хотя я вообще, в принципе, Латвией не занимаюсь, и Украиной тоже не занимаюсь. Не буду оправдываться. Просто, констатация фактов. Есть определенный набор фактов, фактологии. Но, тем не менее, свои какие-то обиды, может быть, некую даже и зависть, они вымещают. Вот так как-то происходит. Как сейчас работает «Спутник Литва»? Какие-то там же вас тоже позаблокировали везде сайты и что-то и все остальное? «Спутник Литва» работает так же, собственно, как и работал, подпольно. Это на протяжении всей истории деятельности нашей редакции мы работали таким, прикрытием. У нас никогда не было офиса, у нас никогда не было редакции как таковой, в которую можно прийти, не знаю, налить себе чашечку
кофе, включить компьютер, приступить к работе. Нет, у нас все работают полулегально, и, собственно, ничего в этом плане статус не поменялся. То есть для нас это особо ни на что не повлияло. Ну, а вот тут на днях, вернее, вчера, по-моему, Миша Шахназаров, который тоже он жил долгое время в Латвии, там и вырос, насколько я знаю, журналист, он, как бы это сказать, он критиковал другого жителя Латвии, Алекса Дубаса, который, значит, вот написал, вернее, дал интервью, находясь в Латвии, как бы деятель культуры, вот многие сейчас в Риге находятся, он сказал там примерно так, что в эти непростые дни очень важно соблюдать такое терпимое отношение ко всем, значит, проявлениям, вот, я уж не знаю, отношения к истории. А вот марш ветеранов СС в Латвии, это как бы не совсем марш, это пожилые ветераны, и государство делает все, пожилые люди, они просто идут, это никакое не факельное шествие, это все очень культурно, красиво и спокойно, и власти Латвии делают все, чтобы не создавалось каких-то там конфликтных ситуаций, там им не дают какие-то плакаты разворачивать, знамена, там нести черт его знает. И вообще рассказывал, что в Латвии вообще все на самом деле так, ну, хорошо, мирно, тихо, спокойно, и очень толерантно и гуманно. Вообще вот этот рассказ про список входит в некоторое противоречие с этой вот картинкой, которую рисует Алекс Дубас, известный многим здесь в Москве, такой деятель околокультурный, скажем так. Что ты по этому поводу скажешь? Значит, ну, во-первых, сейчас очень много... Да, и 9 мая там отмечают, да, вроде как, да, нормально, и все. Да. Ну, в этом году, правда, скорее всего, запретят, но мы к этому, наверное, еще вернемся, это очень важная тема. На самом деле, сейчас много что с чем входит в противоречие, причем в такое глобальное. Что касается высказываний Дубаса, он же не первый такой. Сейчас очень многие пытаются стать правильными русскими, чтобы их, собственно, ничего не коснулось. Таких людей много. Ну вот, например, Илья Козин, это журналист государственного телевидения, ЛТВ, латвийское телевидение, гостелерадио фактически. Он пишет о том, что, значит, списки, которые составляются, вот он пишет по-латышски, я сейчас читаю прям его твит, это просто, конечно, очень жаль, что так делается, это охота на ведьм, люди, значит, не учатся в истории. Ну, что вы думаете? Вроде как какие-то говорит вещи адекватные. Дальше ему пишут, ну, ты, значит, пособник такой-то сякой-то. Он говорит, нет, я не пособник, просто в этом списке есть моя коллега Светлана. Она тоже хорошая, как и я, с гостелерадио. Теперь цитата. Но, и она никакой не кремлевский агент. Дальше, цитата. Но там есть Марат Касемс. Он кремлевский агент. Теперь вы понимаете разницу? В этом всплеске эмоций туда могут попасть вполне себе лояльные Латвии жители. И в этом проблема. Вот, еще один пример. Следующий пример. Депутат Николай Кабанов от партии от объединения Согласия, который долгое время почему-то у нас считалось друзьями России. Хотя никакими друзьями России они никогда не были. Я об этом много писал. Надо мной смеялись и даже вызывали к начальству. Теперь все вынуждены согласиться. Николай Кабанов пишет. Марат в Фейсбуке. Нам не встретиться больше в Ютейре. Но это и хорошо. Не приезжай больше в Латвию. Да? Спрашивают у меня депутат парламента. Ну, в Латвии, видимо, демографические проблемы решены сейчас. С приездом беженцев они, наверное, думают, что у них в следующем году будет несколько миллионов жителей. Поэтому разбрасываться своими гражданами они могут направо и налево. И просить их не приезжать. То есть, с одной стороны, есть государственная политика, которая какими-то смешными плакатиками, видеороликами призывает граждан Латвии вернуться, чтобы вновь создавать Латвию из всех эмиграций. С другой стороны, вот есть, у меня все скриншоты сохранены, значит, которые просят меня, например, не приезжать. Такой же человек Алекс Дубас, который считает, что сейчас он устроится на то же латвийское телевидение. Он надеется, что государство даст грант, потому что внезапно выяснилось, что очень много, о боже, нелояльных стране граждан, и не граждан, и вообще жителей. Боже, такое открытие произошло. То есть, когда 30 лет целенаправленно никто этим вопросом не занимался, никакой интеграции не было, в отличие от той же Литвы, в Латвии существует, в принципе, институт неграждан. В отличие от Эстонии, на телевидении на русском языке не выделилось ни копейки, то есть там были только новости на русском, на том же ЛТВ, раз в день вечером, и все.
Тут они выяснили, что, значит, что-то не так происходит в датском королевстве. Вот Алекс Дубас думает, что он там найдет европейскую кормушку, что сейчас на фоне украинских событий европейские всевозможные фонды выделят гранты, и в Латвии появится государственное русскоязычное радио, и русскоязычный, может быть, даже целый канал, где Алекс Дубас будет работать на высокой должности, исполнительным продюсером или радиоведущим. Уже здесь радио, по-моему, занимался, да? Такие же, например, люди, небезызвестная актриса Чулпан Хаматова, которая сейчас будет играть в Новом Рижском театре, у Алвиса Херманиса, который, вот цитата, называл Россию болезнью всего международного сообщества в 2013 году. В 2015 году он выискивал пятую колонну в стране, называл предателями всех, кто выступает за предание русскому языку, статуса официального, значит, второго языка статуса. Высказывался за введение избирательного ценза, чтобы лишить права голоса тех, кто не голосует за латышские партии. Наконец, сравнивал с проститутками престарелых латышек, которые предают свою чистую кровь и голосуют за русские партии только за то, что им сделали бесплатный проезд в рижском трамвае. Вот у этого человека сейчас будет играть Чулпан Хаматова. Просто чтобы понимать, не входит ли это у нее в диссонанс с недавним интервью, где она говорила, что в Латвии настолько спокойно и хорошо, значит, в России происходят какие-то расправы. Ну вот, глядя на все это, наверное, она закроет глаза. Ну и, наконец, 9 мая, о котором упоминалось, 9 мая уже Рижская дума запретила, то есть его постараются не допустить ни под каким предлогом. Будут вывешены 100% вокруг памятника освободителям плакаты с... Ну, во-первых, флаги украинские, они там уже их начали вешать, в том числе плакаты с фотографиями происходящего на Украине. Там, кстати говоря, среди фотографий уже можно выискать несколько фейков. И таким образом... И, кстати говоря, еще одно из предложений — закрыть его на ремонт с 8 по 11 мая. То есть таким образом забаррикадировать его и никого туда не допустить. Вот глядя на это все, наверное, этим людям будет прекрасно там чувствоваться, там не будет никакой атмосферы ненависти. Это атмосфера же дружбы, на самом деле, и любви. Просто мы глупо этого не понимаем никак, не можем понять. И создатели того же «Миротворца», например, о котором мы говорили, латвийского, они же тоже там украинец, один из них украинец, который долгое время живет в Латвии, который, как они... значит, в официальном релизе, своем, ну, не в официальном релизе, а на правах анонимности рассказали одному из ведущих порталов латвийских, сказали, что он знаком с повесткой, и он, значит, хорошо все организует. Еще один русскоязычный, значит, человек, и якобы какой-то латыш, который у них за технику отвечает. 3 человека. Вот 3 человека решают, кто будет в этих списках, а кто нет. И, кстати говоря, одно отличие от неповторимого оригинала, от украинского «Миротворца». Знаете, в чем заключается? Во-первых, в том, что на украинском «Миротворце» есть, значит, отдельная возможность, ну, просто отдельный раздел на сайте, где можно опротестовать свое нахождение, значит, в этих списках. В Латвии такой даже возможности нет. Получается, украинский «Миротворец», смешно сказать, обещал сегодня не улыбаться, но невозможно не улыбнуться с этого. Более демократичный, чем латвийский. Можете себе представить? Более того, на украинском «Миротворце» нет раздела на сайте, где можно пожаловаться. Ну, по большому счету, настучать на человека, кто, по-твоему, не лояльный. В латвийском этот раздел есть. Приложи скриншот, напиши имя, фамилию, желательно ссылку на соцсети, и буквально в течение дня этот список будет пополнен. У них есть, кстати говоря, еще канал в Телеграме, и там обновляется, как выходит у них, значит, автопубликация. Так как выходит человек у них на сайте в списке неблагонадежных, сразу публикуется в Телеграме. Я сегодня открыл, думаю, посмотрю, когда они публикуют. В 4:30 утра, в 4:37, то есть по латвийскому времени в 3:30 ночи они продолжают выискивать врагов народа и их публиковать. То есть эта работа происходит, кипит просто круглосуточно. И решают, как в лучшие времена, о которых они предпочитают забыть, решают все тройки, 3 человека. Их фамилии мы практически знаем. Сейчас у нас просто нет определенных доказательств, но Рига очень маленький город. Мы обязательно это опубликуем, потому что в том числе и Следственный комитет России должен знать этих героев. Вчера уже было возбуждено дело в отношении латвийских правоохранителей Александром Вострикиным, который, значит, с блогером Федоровым. Да, вот я про него хотел тоже вопрос задать. Если можно, про Федорова немножко расскажи, пожалуйста. Я расскажу. А ты знаешь, как он на сайте сейчас выглядит, «Миротворца»? Сегодня я посмотрю, как он там висел. Угу.
тоже скриншот. Его красным перечеркнута фотография крестом. И написано «Апдейт», примечание, цитата. «Выпилен», это цитата, «выпилен службой безопасности Латвии». Понятно, да. Понятно, в общем-то, да. Его задержали, кто не знает, да. Ну или ты расскажи, как удобно. 17 марта его задержали. Да. Это блогер-миллионник, у него большой YouTube-канал, что-то об оружии, по-моему, да? Сейчас я посмотрю точно. «Оружие. История. Война», да, у него телеграм-канал одноименный есть, соответственно, да. Тоже довольно большой. Угу. О его судьбе сейчас что-нибудь известно вообще? Он задержан 17 марта, и с тех пор я лично ничего не видел, там никаких обновлений. Нам удалось вчера поговорить с нашим корреспондентом, с его друзьями, но там фактически никакой информации особо о нем нет. В Латвии, как и в Литве, практикуется такой вывоз, скажем так, людей на неопределенное время, и долго о них вообще ничего не известно. Самый яркий случай в Литве Полецкиса задержали в октябре 2019 года, дай бог памяти, или 2018 года, сложно сейчас сказать, и о нем узнали только в следующем году, в феврале, то есть вообще 4 месяца никто не знал, где он находится, что ему инкриминируют. То есть то же самое сейчас с Федоровым. Да, он действительно вел блог, но самое интересное, что там, если послушать его, то там вот пророссийской позиции, как вот мы ее называем, пророссийской, я, честно говоря, не увидел. То есть какие-то вещи он критиковал, довольно рьяно критиковал, и старался, я так понимаю, быть парнем объективным. То есть когда Россия действительно проводила то, что он считал ювелирной работой, он это так и называл. Но вот это ему, собственно, и не простили. Служба, собственно, госбезопасности. Слушай, а что ему, какие перспективы, извини, пожалуйста, да. Его, я читаю, Кирилла Федорова обвиняют по 2 статьям, вроде как, тоже обвиняют, я думаю, что официальной информации нет, там, как его обвиняют, не обвиняют, разжигание национальной, этнической, расовой ненависти, оправдание геноцида, преступлений против человечества. Это серьезные какие-то статьи или что это? И вообще, да, этническая вражда, это 78-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, уже на автомате, Латвийской Республики, а преступление против человечества это 74.1. Статья Уголовного закона, там не Уголовный кодекс, Уголовный закон Латвийской Республики так называется. Это статьи очень тяжелые. То есть это десятки лет. А всего есть 5 статей, по которым могут обвинить. Это, собственно, 71.1, о котором мы говорили, 74.1, это преступление, это значит прославление военных преступлений. То есть 5 статей, за которые могут подтянуть. 71.1 мы обсудили, 74.1. 78-я статья как раз развязывание национально-этнической вражды, 81-я статья есть прекрасная, это призыв к осуществлению действий, направленных на нарушение независимости Латвийской Республики, суверенитета и территориального единства. То есть 74.1, 71.1, призыв к агрессивной войне, отдельно 77-я статья. Собственно, их 5 штук. И при желании, тут, как говорится, был бы человек. Я очень плохо слышу, к сожалению. Да, я прошу прощения, микрофон забыл включить. Я к тому, что мы пока не знаем официально, что ему предъявляют. Да. Непонятно, когда узнаем, потому как там могут не сказать долго. И второе, что, судя по информации и факту задержания, в общем, ждет его довольно серьезный потенциальный срок, да? Я уверен, что он, к сожалению, будет очень серьезный. Будет, думаю. 99,9% это будет такая показательная порка, чтобы все боялись, в общем-то, что-то сказать. И создатели, мы сегодня начали с миротворца, создатели уже отмечают, что эффект есть. Явные сторонники Кремля, это цитата, как минимум, стали бояться высказываться. С ними не поспоришь. Естественно. Поспоришь. Действительно стали бояться высказываться. Но в этом ничего латвийские правоохранители, ничего особенного в этом не видят. Это свобода слова называется, свобода выражения. Такие списки, их публикация, и они, в общем-то, не нарушают. Да и вообще жалоб никаких не было, ничего не нарушают. Сами возбуждать дело или как-то приструнять их не собираемся. Поэтому, можно просто сделать вывод, кто крышует, да,
прошу прощения за такие выражения, кто крышует эту структуру, эту организацию. Миротворец. Латвия. Филиал. Большой вопрос, филиал они или нет, потому что на оригинальном миротворце в списке сайтов-партнеров там есть еще какие-то миротворцы, но вот латвийского пока нет. Но я думаю, это вопрос времени на самом деле, потому что и дизайн, и авторское право явно намекают нам, что это было сделано под копирку. Ну, я бы сейчас добавил, что, собственно, сам факт его появления, это же не не первый эпизод, скажем так, борьбы с инакомыслящими. То есть нельзя сказать, что вот все было тихо, спокойно, мирно в Латвии, и вдруг тут вот появился сайт. Нет. Ведь раньше граждан Латвии, включая Марата и всех остальных, тех, кто как-то связан с Россией, мы знаем это по журналистам нашим, по корреспондентам. Их, в общем, что, если уж мы взяли эту терминологию, а другую трудно, наверное, здесь употреблять, их прессовали постоянно. То есть это не что-то новое такое, что опа, вдруг вот случилось такое. Нет, это, в общем, довольно жесткая и долгосрочная политика, которая в Латвии проводилась. Правильно же я понимаю? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Только теперь, ну как сказать, раньше это как-то маскировалось, для этого придумывались, значит, какие-то предлоги, ну, в частности, придумали, что находящийся под санкцией генеральный директор России сегодня Дмитрий Киселев, значит, что Россия сегодня является не бюджетной организацией государственной, а является его собственностью. Соответственно, все сотрудники России сегодня, они тоже должны подпасть под санкции, как подчиненные Киселеву. Потому что Киселев, ну, по мнению латвийских, значит, следователей, является владельцем именно, ну, бенефициаром, а не таким же нанятым менеджером, как и все остальные. Ну, там бред, слушай, там ощущение такое, что закон тайга, как говорится, только мы маленькие, поэтому можем творить все, что угодно. Хотим, там будем на допросы людей водить, хотим, будем счета заблокировать, хотим, будем вот придумывать такие схемы. В общем, не важно им совершенно. И главное, что если раньше можно было как-то там, не знаю, жаловаться, писать письма там куда-нибудь в европейские инстанции или пикетировать там условную штаб-квартиру Европейского Союза, то сейчас, ну, понятно, что крыша у них именно там и находится. И мне кажется, то, что делают с блогером сейчас в Латвии, это как и раньше было. Завтра то же самое начнут делать с блогерами в Германии, во Франции, в других странах. Это отработка тестового такого вот на наиболее отмороженных, одиозных странах, это отработка абсолютного беспредела применительно к людям, которые, то есть вообще не имеют никакого отношения ни к Донбассу там никакому, ни к Украине, ни к чему, а просто вот они как-то там русские, они просто как-то пишут про историю России, там про русское оружие, ну и так далее. На мой взгляд, это вот именно так надо рассматривать, как прецедент и как предупреждение всем, кто живет в Европе. Будьте аккуратны и бдительны, я считаю. Просто, да, совершенно верно, я просто вспомнил, почему. Потому что раньше они делали лицемерное лицо и говорили, ну нет, нас политика не интересует, это не потому что, значит, вы что-то пишете не то. Нет, это чисто экономические санкции. Вот раньше ж они это пытались хоть как-то, значит, но все равно, что вы пишете абсолютно. А сейчас они полностью, то есть маски сброшены сейчас полностью. Вот этот прецедент, как правильно выразился, это просто, это показали всем, что все. Теперь не нужно ничего выдумывать. Теперь можно очень просто, легко. Есть статьи, они во всех релизах напоминают, прям перечисляют все эти 5 статей, что они есть, и не волнуйтесь, и можно все под что угодно подогнать. И теперь не нужно ничего придумывать. Да, ну и в этой связи еще раз, конечно, ты упомянул их, хочется, конечно, вспомнить обо всех этих деятелях культуры, которые отъехали именно в Ригу, и там поспешили все публично сделать заявление своей позиции, ну и, очевидно, там теперь останутся жить надолго. Это кто у нас? Долин, да, кинокритик, по-моему, в Риге находится. Да. Хаматова, актриса. Да, они там уже проводят
Ну, вот Алекс Дубас. Ну, Алекс Дубас, он, собственно, в Риге-то жил. Он родился в Самаре, кстати, его зовут Алексей Топорков, на самом деле. Вот, учился в Львовском военном училище на пропагандиста, по-моему. Но он был связан с Ригой, у него, по-моему, жена оттуда из Латвии. Я с ним немножко знаком был, ну, очень-очень шапочно. Миша мне просто Шахназаров как раз о нем рассказывал подробно. Но он такой, да, он в России долго работал на «Серебряном дожде», на многих других. Я бы его так туда не записывал, у него все-таки есть какие-то корни с Ригой и так далее. Он человек такой мирный, как бы, и вот такой вот умиротворяющий, тоже ищет как-то аккуратно свой путь в этом всем. Ну, понятно, что выбор сделал, но вот люди, которые клеймят родину, это или Чулпан Хаматова, я, честно говоря, меня это изумило, ее откровение по поводу того, что она, ну, ладно, там у нее совесть и все такое, но она же сказала, что я боюсь, что меня в тюрьму посадят в России. Это она кому вообще говорит? Рижским властям, что ли? Чтобы ее политическим беженцем каким-то признали? Кто ее в тюрьму-то посадит? Рижские власти знают в этом толк. Не, правда, да. Ну, да, я думаю, что скорее... Слушай, она давно играет свою роль. Эти все обнимашки с Горбачевым, эти постоянные присутствия. Ну, при чем здесь Горбачев? Ну, слушай, Горбачев это спектакль. А что Горбачев-то? Он что, осужденный какой-то преступник? Нет. Нет, это тренд. А что значит обнимашки с Горбачевым? Ну и что? На его дне рождения вот эти вот все вот... Почему нельзя ходить к Горбачеву на день рождения? Ну, мне кажется... Можно, но для меня это очень очевидная вещь. Что если так, то вот будет так. Вот потом уедешь и будешь клеймить свою родину. Ну, возможно, конечно. Хотя, черт его знает. У нас новости. Да, у нас новости на этом самом, на радио «Спутник». Чуть не сказал. Я просто вспомнил, кто еще ходил к Горбачеву. Не, ну мне кажется, ты немножко тут обнимашки с Горбачевым, можно по-разному относиться к Горбачеву, это совершенно ничего не значит. Вот. При том, что у Хаматовой здесь, на секундочку, огромный этот фонд, вот, огромный фонд, который финансировался и государством в том числе, и лично там все на него молились и сдували пылинки. Была цифра, там что-то, у них общий оборот там за миллиард. 100 миллионов в год они тратили только на административные расходы. На зарплаты. А можно же и проверить фонд-то, в общем-то. Нет, ну о чем проверять? Благотворительный фонд, он имеет право 20% по закону тратить на себя. Откуда вот эти все сборы дикие? На детей, которым надо срочно обязательно сделать операцию в Израиле. Да? Вот я и говорю, это все взять и проверить. Потому что, конечно, они собирают... А что проверить? Они по закону, у них все там четко. Единственная проблема, что в отличие от фонда Чулпан Хаматовой, где хотя бы ее гордое имя там за что-то отвечало, на большинстве таких фондов ты не найдешь никаких выходных данных вообще. То есть там нету ни имен, ни фамилий, ничего. Просто дайте денег. Вот, и все очень красиво, и собираем. Это вообще интересная история. При этом, да, деньги от государства. Сегодня у Соловьева, я просто слышал, он, так сказать, в свойственной ему манере довольно бурно говорил и про эту Жанну Агалакову, журналистку Первого канала, корреспондента, которая там сидит 20 лет где-то в Европах. Теперь ей на карточку просто зарплату не могут перечислять. Мы это знаем прекрасно, как вот у ребят. У нас тоже все корреспонденты, у нас проблемы. Но ни один как-то не вышел, не сказал. А Соловьев сказал, правильно, верните деньги, которые вы от этого ненавистного Первого канала, от государства за все эти годы получили. И тогда можете говорить все, что хотите. Мне кажется, так справедливо вполне. Марат, спасибо тебе большое.